очень. Из Москвы в Минск мы добирались на поезде за 8 часов. Маленькая ремарочка. На старом поезде с местом как будто бы для ребенка или багажа. Еще до приезда в Минск ориентировались по картам. В Беларуси работает 2GIS, поэтому советую скачать там карту города и пользоваться с удовольствием. Есть сетки линий метро, онлайн-движение общественного транспорта и все привычные нам функции. Приехав на вокзал, первым делом обменяли деньги на жилье, попытались взять карту, но очередь была слишком большой, поэтому сделали это позже. Взяли здесь у оператора Live, здесь вам же тоже советую снять деньги на первое время, на жилье, на какие-то прибыльные, а в целом оплачивать, например, карты. Здесь работает МИР, и курс выгодный, так что проще использовать карты. Кроме того, в Яндекс такси используются рублевые карты, что было большим удивлением для нас. На вокзале мы оценили первое удобство Минска. Это дубляж белорусской мовы на русский язык и также польский, английский. Эти дубляжи встречаются как на станциях метро, так и на вывесках магазинов. Поэтому проблем с пониманием не должно возникнуть. С локацией нашей квартиры нам повезло. Рядом была вся необходимая инфраструктура, рядом остановка метро, троллейбусов, автобусов. Но по поводу проезда была проблема. Мы не сразу разобрались, как покупать билет. Дело в том, что их нужно брать в кассах, которые чаще всего продаются в удалении от остановок. Где-то здесь появится билет и жетон. По поводу достопримечательностей. Я слышала, что весь Минск можно посмотреть всего за один день. И да, так и получилось. Можно приехать на станцию метро Немига или на Октябрьскую и побродить до ЦУМа, ГУМа, Верхнего города, ворот Минска на железнодорожном вокзале, куда мы и прибывали, и посетить даже костел. Все это связано с тем, что большинство зданий в городе были разрушены во время войны, и только некоторая часть из них была восстановлена. Но мест для прогулок все же достаточно. Теперь к странностям. Одной из странностей показалось то, что казино на каждом шагу. И странно то, что все русские рвутся в Сочи и приближенные города, чтобы посетить это место, но рядом же есть Минск. Почему никто не приезжает туда ради этого? Если вы знаете ответ, напишите в комментариях. Кроме того, удивляет наличие большого количества социальной рекламы на улице. Одной из галочек в нашей поездке были блюда национальной кухни, например, василька. Мы брали солянку, драники, мочанку, селедку под шубой и налистники. Впечатления приятные, домашняя атмосфера со стилизацией под старину и вкусные блюда. Место распарено, поэтому всегда есть очередь. Если вы не хотите ждать, то лучше найти другое место, благо в центре их изобилие, и вы ничего не потеряете. Какие же плюсы и минусы пребывания в Минске я могу выделить спустя месяц проживания здесь? Перейдем к плюсам. Для въезда мне нужен загранпаспорт и нет контроля прохождения границы. Минск – один из самых чистых городов. Я ни разу не видела ни ухоженных дворов, ни мусора в виде перекати поля. И это не потому, что здесь это сразу убирают. Людям просто не приходит в голову кинуть стаканчик или окурок себе под ноги. Следующее – это рабочие карты. В нашем случае это была карта ВИП. Но также, если у вас есть карта зарубежного банка, то welcome, они все работают. Следующий плюс – это продукты. Это и разнообразие, и цена. Они намного дешевле российских, качественнее. Кроме того, есть бренды, которые ушли из России. Теперь перейдем к любимчикам. Обязательно попробуйте чипсы Лейс с драниками, лиский квас с апельсиновой мятой и кетчуп Хайнц с петрушкой. Следующий плюс – это транспортная система. Для нас она почти как один в один с Москвой. Те же названия станций или остановок общественного транспорта. Только меньше в несколько раз. Понятно, доступно, можно следить, когда придет следующий поезд или автобус. И
самый очевидный плюс – это приложение. Здесь идет речь о ненадобности подключения VPN-сервиса и так далее. Что же по минусам? Самое главное – это дорогое жилье в самый пиковый сезон. Пиковый сезон прямо сейчас. Мы наслушались истории о том, что можно снять квартиру за 20 тысяч в центре, трешку с лучшей мебелью, но, к сожалению, это, видимо, осталось в прошлом, так как спрос растет, соответственно, цены подняли, и сейчас найти какой-то вариант по доступной цене сложно. Следующий минус – это бронирование. Здесь это почти редкость. Мы нашли только одну парикмахерскую, один медицинский центр, в котором есть онлайн-запись. Все остальное делается через Instagram, WhatsApp, Viber и другие мессенджеры. Что говорить о жилье, в основном используется сайт Realbuy. Там можно списаться с хозяином, соответственно, что мы сделали, и в дальнейшем как-то договариваться с ним о встрече. Следующий минус, о котором скажет только ленивый, это высокие цены на связь, интернет при низкой скорости интернета. Следующее – это челленджи и какие-то конские условия для открытия банковского счета нерезидентов в Беларуси. Я сейчас говорю о повышенных комиссиях за те услуги, которые, например, в России предоставляются с оплатой банка клиентам, а не наоборот. Может кому-то показаться странным, но следующий минус – это погода. Я никогда не угадывалась с тем, что нужно надеть на улицу, так как она менялась по 20 раз в день. Ощущение, как будто ты приехал в Восток. Но, во всяком случае, это лучше постоянного черного неба, как весной. Следующий момент будет спорным. Это как бы плюс и минус. Строгое соблюдение правил. Я не смогла купить ничего без рецепта. Даже показав свои таблетки, свои лекарства, которые я использую постоянно, историю болезни и все что угодно, если нет рецепта, вам не продадут ничего. Это странно, но вроде бы так и должно быть, с одной стороны, в нормальных странах. Но, например, после России это кажется немножко абсурдным. Хотя нет. Более абсурдной была ситуация в автобусе, когда мы попросили незнакомца, который стоял ближе к валидатору, заплатить за нас, а мы бы передали ему деньги наличные. Он не смог это сделать, потому что у каждого должна быть своя карточка. В целом от поездки у меня остались довольно приятные впечатления. Город кажется понятным, дружелюбным. Ощущение, как будто действительно уже здесь был. Таким был мой первый опыт пребывания в Минске, а впереди следующий город. Подписывайтесь, если интересна тема путешествий, ставьте лайк, чтобы поддержать это видео. В комментариях напишите город, в котором хотели бы побывать и почему. До скорого!